Всем привет! С вами Сергей, и это видео посвящено 10 необычным местам вблизи города Алматы. Если вы их еще не посещали, то вас ждут невероятные впечатления и шикарные кадры для Инстаграма. Уверен, что о некоторых из них вы даже и не знали. Итак, 10 место – Кокжайлау, что в переводе на русский означает «зеленое пастбище». Данное урочище находится всего в 10 километрах от города Алматы, на высоте 1740 метров. Посещать можно в любое время года. Тут всегда открываются отличная панорама на город и красивый вид на поля. И неважно, зеленые они или заснеженные. Многие летом остаются тут с ночевкой, да и сам маршрут до этого места очень живописный, а идти всего около 5 километров. На 9 месте у нас расположился ледяной грот у подножия ледника Туиксу, окруженный высокими снежными горами Заилийского Алатау. В народе данную пещеру прозвали Зеркальной, оно и понятно. Потолок полностью ледяной и все отражает в себе. В этом месте себя можно почувствовать маленьким муравьем. Какова же мощь природы! Огромные тонны льда нависают над тобой, легкий хруст и адреналин зашкаливает. Место повышенной опасности. Не рекомендую заходить туда глубоко, никто не знает, когда обрушится. Маршрут до ледяной пещеры пролегает через красивое ущелье с высокими бастионами и плато Манджылки. Учтите, что в одну сторону нужно пройти около 10 километров, но это того стоит. На 8 месте настоящий каменный замок дяди Вани, который строился одним человеком на протяжении 30 лет. Это была его мечта жизни. Расположен он в невероятно красивом Аксайском ущелье на берегу бурной горной речки. Добраться до места можно на машине. Пеший маршрут займет минут 5. Также из замка открывается вид на Акжарский обвал, который образовался в результате разрушительного Бернинского землетрясения в 1887 году. Переходим к 7 месту. Это Черный водопад, а вернее образовавшаяся ледяная пещера, что расположена неподалеку от альплагеря Туиксу. Это место уникально тем, что не всегда возможно увидеть эту красоту, но в последние несколько лет она радует глаз. Ближе к весне должна сойти лавина и забить каменную нишу, а ручей пробьет спрессованный снег, образуя ледяной грот. И получится необычная снежная пещера, которую можно посетить почти в любое время года. Даже летом при температуре плюс 30, в этом месте температура значительно ниже. Пешая прогулка от Чимбулака займет 40-50 минут. На 6 месте Бутаковский водопад, расположенный, как вы уже догадались, в Бутаковском ущелье. Это один из высоких водопадов вблизи города Алматы. Высота его около 30 метров, и находится он на высоте 2080 метров. Летом там можно охладиться, но мне он больше нравится зимой, замерзшим. Невероятная картина огромной бирюзово-синей глыбы с длинными сосульками, а сбоку водопада образовывается небольшая ледяная пещера, в которой может поместиться несколько человек. Сам путь около 2–2,5 километров от парковки по красивому ущелью с высокими елями и речкой. 5 место разделил сразу на несколько точек. Это Бао, Большое Алматинское озеро, которое встречается по пути к пику Турист или к Большому Алматинскому пику, город Кабаб. Бао – высокогорный водоем в Заилийском Алатау на высоте 2510 метров над уровнем моря. Пленительная красота изумрудной воды среди снежных гор и елей. Цвет воды всегда разный и зависит от погоды. Ну а мы поднимаемся выше космостанции, откуда и начинается путь на вершину Большого Алматинского пика и Туриста. Это доступные пики, но лучше идти с группой и гидом. Высота Бапа 3681 метр. Панорама с вершины на город восхитительная. Думаю, вы и сами видите эту красоту. Поход в общем занимает чуть больше полудня. Ну а вид с пика Турист на горы Заилийского Алатау не передать словами. Тут просто нужно побывать, окунуться в белые пушистые облака, взглянуть на заснеженные вершины гор и вдохнуть чистого воздуха. Да, сюда идти дольше и сложнее, но это однозначно стоит того. Особенно если у вас есть мечта подняться на вершину настоящего пика высотой почти 4000 метров. Высота Туриста 3954 метра. Уверен, что эти моменты вы не забудете. Спустимся на землю, а то и чуть-чуть ниже. 4 место – это брат-близнец Гранд Каньона в Аризоне, наш Чарынский каньон. Протянулся он аж на 154 километра вдоль реки Чарын и находится в 200 километров от города Алматы. Высота стен достигает от 150 до 300 метров. Невероятные образования и слои пород рисуют разные картины. Тут люди могут увидеть лицо человека, замок, дельфина, улитку и многое другое. Стоит только включить фантазию.
Летом, конечно, в этом месте очень жарко. Для комфортной прогулки рекомендую посещать весной или осенью. Постепенно добрались до третьего места, и оно запечатлелось в моей памяти как никакое другое. Это пик Комсомола. Текущее название пик Нур-Султан. Высота его 4376 метров. Возможность посетить его выпадает раз в год, когда проводят массовую городскую альпиниаду. Участвовать может совершенно любой человек, причем бесплатно. Все это происходит под присмотром профессионалов, которые заранее расположили перила по маршруту до вершины. Я же вышел за день до восхождения и ночевал в горах. В 6 утра мне удалось увидеть незабываемый красный рассвет на высоте 4000 метров. И эти кадры вы видите сейчас. Сам маршрут и подъем на пик требуют усилий и все же небольшой спортивной подготовки. Тут важна выносливость. Возможно, вы подумали, что это происходит зимой, но нет. Это мероприятие происходит летом, просто на данной высоте снег лежит круглый год. И даже если вы не планируете подняться на саму вершину, у вас есть возможность прогуляться до перевала Комсомол, а это уже 4000 метров над уровнем моря. Буквально недавно открыл для себя необычное ущелье проходное, с горячими источниками Алмарасан. Это место под номером 2. Я не знаю, почему его раньше не посещал. Тут такая красота, и есть возможность окунуться в радоновых источниках. Сам маршрут пролегает вдоль ущелья и речки Проходное. До ванночек идти примерно 15-20 минут. Температура воды от 25 до 39 градусов, что позволяет запросто купаться зимой. Вид этого ущелья – это отдельная тема. Мосты, речка, высокие ели. А также можно добраться до разбитой беседки и взглянуть на хвойные зеленые холмы, облака и снег, если же это зима. Летом тут я еще не бывал, но уверен, что не менее интересно, и все это тоже бесплатно. А вот и добрались до номера 1 в этом видео, и как уже многие догадались, это озера Кульсай и Каинды. Они находятся рядом с селом Саты, и обычно эти места посещают за одну поездку. Начнем с озер Кульсай. Это система из 3 озер в Северном Тянь-Шани, ущелье Кульсай, которое дословно переводится как «озеро в ущелье». Находится в 330 км от Алматы. Рекомендую ехать сюда с туром. В основном все посещают третье озеро, которое расположено на высоте 1818 метров. Вода в озере прозрачная, а температура не выше +6. Вокруг самого озера растут высокие ели. Летом можно спрятаться в их тени от солнца. Виды, конечно, тут восхитительные. Это вода, которая меняет цвет в зависимости от лучей солнца, деревья, зелень и горная прохлада. Также рядом с озером есть заброшенная штольня, глубиной не более 100 метров. И если подумаете, что может быть интересного бродить по туннелю в темноте, то отвечу, тут царит своя атмосфера, другой воздух, температура и ощущение чего-то мистического. Стоит с фонариком прогуляться вглубь пещеры и отключить его там, насладиться прохладой и полной тишиной. На все эти развлечения стоит потратить один день. В следующий же день рекомендую провести на самом необычном из озер во всем мире. Это озеро Каинды, в переводе с казахского на русский изобилующее березами. Это неповторимое место. Главная достопримечательность озера – это ели, поднимающиеся прямо из воды. Образовалась эта красота в начале 20 века в результате землетрясения. Вода так же, как и на озере Кульсай, не прогревается выше 6 градусов. Само озеро находится на высоте 1167 метров среди хвойного леса, где еще можно увидеть такое. Путь к нему занимает 40-60 минут. Зависит все от темпа и сколько раз по пути остановитесь, чтобы сделать красивые фотографии. Наверное, вы уже поняли, что номера мест не означают, что какое-то из них лучше, красивее и интереснее. Тут все зависит от выбора отдыха, будь то активный поход или пикник на озере. Это лишь малая часть интересных мест, что расположены вблизи города Алматы. Если же вам понравилось это видео и хотели бы видеть продолжение, то дайте об этом знать, написав комментарий, оставив лайки и поделившись выпуском с друзьями. Также на моем канале есть отдельные видео о каждом из мест, о которых рассказывал. Мне есть что вам еще показать. Это поющий бархан, разноцветные горы Актау, Мартагайское водохранилище, качели в горах, озера Титова, водопад Горельник, Тамгалы Тас и многое другое. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и дал обратную связь. Приятных путешествий и до встречи в новых видео.